Оце надо было так взбодрить меня с самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Я хочу записать сегодня новую мартретку, но надеюсь, у меня это получится. Но если у меня не получится, то в принципе я здесь вижу хорошую игру под драконов на самом-то деле. По реликвиям. Ну, есть аптечка, яйца, двойные мобы. Двойные мобы, в принципе, отлично будут, если я буду играть через эльфов. Но есть проблема. Тут есть отличный прокаст на драконах. Вот, серьезно, вот отличный прокаст. Тут есть Лич, Тайт, Джакира. Тут даже можно 4 бога поставить, и там будет миллион контроля. А если здесь еще и будет дух пятерка с дизраптором, там вообще будут идеальные драконы. А если еще и Зевс нарисуется, то забейте. Там вообще просто лютый развал кабины будет на драконах. Можно даже 6 богов будет поставить и 5 драконов. Короче, давайте так. Я не буду загадывать наперед. Сразу покупаю себе жреца, потому что что-то как-то... Ну, стол у меня хиленький, но, в принципе, пока рано судить о том, что у меня сильный или слабый стол. Пока берем предметы вот такие, на магический урон. Но, ребят, я хочу напомнить, что мне нужна ваша поддержка. Поэтому не забывайте ставить свои лайки. Обязательно. Все, погнали. И комментарии, ребят, комментарии обязательно. Тоже, ну, давайте, комментируйте игру вместе со мной. Как вам игра в целом? Какие-то вопросы, может, у вас есть? Не стесняйтесь, короче, давайте проявляйте активность. Лайки, комменты. И кто не подписан, подписывайтесь. Все, погнали. Так. Да что такое? Алло, дайте нормальные предметы. Так, ну, раз два жреца мне со старта пришло, то это 100% какой-то намек. Отвечаю. Просто так этого быть не может. 100% какой-то намек. Так, этот предмет перерабатываем, что мне упадет? Колечко. Берем. Кольцо всевластия. Ну или какое-то другое кольцо. Кольцо для 5-й точки. Ой, все, что-то у меня мозг поплыл. Поплыл, дай боже. Так, какой план на игру? Смотрите. Скорее всего, я сейчас буду играть на жрецах, потому что у меня 2 жреца со старта пришло, и, в принципе, можно спокойно играть через лустрик. Ну, я буду сейчас смотреть от того, какой у меня будет стол после этого раунда. Если он у меня будет сейчас слабый, я, соответственно, 100% беру лустрик. А он у меня слабый. Да, поэтому я лучше возьму лустрик. В деньги, к сожалению, я не выйду. Мне не хватает. Ну, эти все реликвии я на самом деле не хочу. Давайте зарандомим. Понял, лучше бы оставил какую-нибудь из тех реликвий. Так, ну, будем играть, короче, через устрик, через полную экономику. Пока с вами пообщаемся по текущему патчу. Расскажу вам про нового героя, насколько он сломанный. Кстати, в этой игре, если у меня получится сыграть на драконах, то я хочу попробовать поставить этого нового героя хотя бы в 2 звезды. Не знаю, что разработчики сделали с этим новым героем, но он тупо не идет адекватно мне. Вообще не идет адекватно. Я сколько игр сыграл. Я брал 10, брал себе 11, 12. Да, я понимаю, что на 11-12 шанс выпадения становится намного меньше. Я, кстати, возьму 2 этих механизмов и фуриончика продам. Не особо хотелось мне его продавать, но я продам. Я понял. Я вас понял. Там тоже парни играют на лустрике. Окей. Окей. Там Огр 2 звезды, но парень нацелен на то, чтобы играть через пант. Ну, пожелаем ему удачи, успехов и всего остального. Мне нужна аптечка. Очень хочу аптечку. Надеюсь, упадет она мне на 10-м раунде. Поэтому полностью выходим в экономику. Максимально быстро в 50 монет плюс. Потом берем уровень. Если упадет баф людей, то будет вообще обалденно. Потому что, как я уже ранее говорил, что баф людей под лустрик это то, что доктор прописал. Потому что вы максимально много количества опыта получаете на халяву. И смотрите, какой баг сейчас появился. Не знаю, с чем это связано, но когда используется блинк, вас кидают, либо что-то еще, то ваши фигуры ближнего боя, они начинают бить на максимальной дистанции. Я не знаю, с чем это связано. Это какая-то сломанная хрень от разработчиков. Ну, я, если честно, не особо даже удивлен о том, что появился вот такой вот какой-то баг. То есть, берете алхимика, да, ладно, не алхимика, Марси. Берете Марси, закидываете ей блинк, и с некой долей вероятности вот такой вот баг случится, и ваша Марси будет почти на всю карту бить. Класс? Я считаю, очень класс. Огромный класс. Прям палец вверх, ребята. Как такой баг получился? Вообще непонятно, как такой баг получился. Серьезно, как? Как такой баг произошел? Вот если есть здесь ребята, которые пишут код, объясните, как такой баг может получиться. Кстати, чел уже на 6-м раунде имеет баф людей. Сильно. Сильно. Правда, денег у него нету, но зато с бафом людей. На самом деле, за сколько-то там раундов
все вложения в баф людей, сколько денег он вложил в баф людей, окупится. Вот за эти несколько раундов, грубо говоря. Ну, как за несколько. Я думаю, раунда 4-5 и все. Окупилось. То есть, в долгую, вот эти вот затраты на то, что он поискал себе третьего человека, окупаются. Очень даже окупаются. Я тоже хочу, чтобы мне баф людей пришел. Ну, кстати, надо вот этих вот ребяток удалять. Баф людей я оставляю по-любому. Я обожаю баф людей. Особенно если получится играть полностью через лустрик, то баф людей это, ну, это мед. Это мед на душу, понимаете? Мед. Мед и еще раз мед. Блин, на самом деле хочется реально попробовать на драконах сыграть. Я надеюсь, бог рандома в этой игре меня не подведет. И даст то, что я хочу. Я хочу Лича, Тайда, Джакира. И надеюсь, тут есть Зевс. Вот такой стол я себе хочу. Там чел полностью себе весь стол убрал. Ну, слава богу, он сейчас ко мне пришел. На самом деле, то, что он сделал, для меня это плохо. Плохо, потому что я потерял свой лустрик. Если бы у меня остался мой лустрик, то я бы, соответственно, мог бы получать много денег. Кто вдруг не знает, то за лустрик от 7 вы получаете плюс 3 монеты. То есть, грубо говоря, как винстрик, только лустрик. Как-то так. О, кунка на 5 уровне. Это скилл. Хорошо, что я играю через лустрик. У одного кунка, у второго бабка. Найс. Хорошие ребята. Короче, по поводу нового героя. Если у меня получится, я вам продемонстрирую этого нового героя на 200%. Поверьте, если получится. Потому что новый герой нереально сильный. Очень сильный. Прям заоблачно сильный. Иначе его описать невозможно. Даже в 2 звезды он нереально много импактов кидает, потому что он накидывает свое проклятие. Если по этому герою, на котором висит проклятие, нанесется моментальный урон огромный, то этот урон поделится на всех в радиусе противников. Это вообще, я не знаю, как разработчики додумали поставить такой процент. Возможно, если закинуть этого героя в 4-й тир, тогда будет нормально, адекватно. То есть, ну, без приколов нормально, адекватно будет. Но разработчики этого не сделают. Где мой 3-й человек? Хочу 3-го человека. Жду. Вот. Я на самом деле скептически отношусь к тому, чтобы перенести его в 4-й тир, но в принципе, если оставить текущие значения, то можно. Можно, в принципе, оставить его в 3-м тире, в 4-м тире с такими же значениями на его способности. Но на самом деле способность лютая. Антимаг, панда. Хорош. Из плюсов у вас денег нет, ребята. А то, что у вас нет денег, для меня это только кайф. Так, ну только давайте без инсектоида в этой игре, пожалуйста. Договорились? Договорились. Сразу говорю, я снимаю каточку после стрима. Возможно, я буду где-то в каких-то моментах тупить, потому что на стриме я тоже делал контент, пытался собрать там нового героя, собрать новую мартретку и тому подобное. У меня выбил стабилизатор по итогу, сидел без света. Это пару минут было, я просто на автопилоте выиграл игру. Кстати, бог рандома меня подкрутил. Хорош бог рандома, красавчик. Вот. Доигрывала игра на автопилоте. По итогу, когда я зашел, я увидел последний, грубо говоря, раунд. Ну как последний? С 36-го или с 35-го раунда я зашел. Ну не суть, я 1-2 раунда точно провтыкал там. И вот там новый герой. 2 звезды у меня стоял. И темпларка была. И я играл через 9 убийц. Так по итогу, новый герой нанес больше урона, нежели темпларка. Это вообще кринж. Кстати, сейчас я взял немного уровня по той лишь причине, что, заметьте, в этом патче то ли это баг, то ли это разработчики так сделали. С центрального моба, с главных мобов, теперь падают деньги, сразу падают деньги. То есть они и до этого падали, только они падали в начале следующего раунда. Сейчас же они падают уже, ну, показывает уже вам, как бы, что они падают с центрального моба. Вот так вот. На самом деле мне нравится, как они визуально сделали игру. Хороший проработанный патч, я прям им доволен. Конечно, еще непонятно, что по мете, но я прям им доволен, серьезно. Пандочка пришла. Может попробовать с пандочкой поиграть? И знаете что, нет, иди отсюда. Пока что иди отсюда. Все-таки не зря я взял лустрик. Там, конечно, тоже есть парень, который играет на лустрике с ником QQ. Медальон скипать не буду. Кстати, надо будет попробовать как-то поиграть на жрецах.
Давно не играл на жрецах. Реликвию заранее не активирую. Я жду пока... Вот. А все, можно, в принципе, активировать. Тут 100% я проиграл. Тут антимаг, луна в 2 звезды. Я 10 тысяч раз говорил. И 10 тысяч первый раз повторю. Когда вы играете через аптечку, либо через что-то еще, то, что требует активации за, ну, вот, скажем так, в течение раунда, ну, можно в течение раунда активировать, вот так вот будет правильнее сказать, то вы ждете до последнего, чтобы вы 100% были уверены в том, что вы выиграете, либо проиграете раунд. Имею в виду, вот как я сейчас поступил с аптечкой священника. Мне просто мог прийти чел с ником QQ, я бы его выиграл. И, соответственно, моя аптечка священника на один раунд проработала бы меньше. Просто так. А мне надо мое хп разменивать качественно. И вот я сейчас свое хп размениваю качественно. Да, сильно там чуваку нападало. И вот по поводу нового героя. Новый герой входит почти в любой билд. Серьезно. В особенности билды, в которых есть моментальный урон огромный. Этот герой прям раскрывает себя на 200%. Минус. Он может накинуть свое проклятие позже, чем ваш будет весь паркаст. Но если у вас, допустим, какой-то котл условный, то там 100% успеет закастить куда надо. И урона прилетит тьма. Блин, ну все хорошо пока что. Тьфу-тьфу-тьфу. Какой-то подвох здесь 100% должен быть. А то мне как-то баф людей хорошо приходят. Я удивлюсь, если у меня будет полный баф людей на 15 раунде. Без роллов. Это вообще будет срыв башки. Блин, ну и спектра тут есть на самом деле, и нежить. Тут можно, знаете, какую сборку сделать? Тут можно поиграть через 6 нежити, 5 драконов и керри спектра. Хотя нет, это, наверное, слабо как-то будет. Ладно, не буду загадывать. Посмотрим. Я просто надеюсь о том, что у меня будет сильный стол. Потому что я планирую в ранний 10 уровень выйти. И с ранним 10 уровнем начать ролиться по полной. И, возможно, мне там придет хорошие фигуры. Хочу через баф людей поиграть. Хочу 12 уровень. Так, походу я себе накаркал. Баф людей не идет. Тут чел играет на троллях. Скорее всего, будет через антимага играть и нового героя. Либо же будет через алхимика какого-то играть. Либо же... Не знаю. У него есть план, и он его будет придерживаться. 2 новых героя уже молодого на 5 уровне. Как он это сделал? Вообще без понятия. Чел на шаманах играет через генерала. Интересно. Но панда ему хорошо там насыпала. Мне там, кстати, в комментариях писали о том, как работает синергия панд, как она падает. Ребят, каждая панда имеет свой процент выпадения на... Ну, вот, чтобы сработала синергия доменов, чтобы она что-то вам присумонила. Поэтому, в принципе, если поставить 4 разных панды, по идее, в теории, должно именно так оно и работать. То есть каждая панда должна по-разному вам приносить фигуры. Я, кстати, немного поролюсь, потому что я хочу найти себе... Так, котл, отлично, спасибо тебе большое. Блин, не хватает одного человека. Надо собака, либо ДК. Спасибо, спасибо. Бог, спасибо тебе большое. Спасибо, мой сладкий. Я в тебя верил. Я в тебя верил, что ты меня не подведешь. А теперь, пожалуйста, смотри. Сделай так, чтобы я сейчас выиграл раунд. И эссенции, которые ХП мне восстанавливают, нормально восстановили ХП. Потому что в скором времени я планирую все-таки это ХП поюзать. Я, кстати, не знаю, может яйцо продать. Выйти в экономику хорошую. Яйцо это, конечно, круто, но я думаю, лучше выйти в 50 плюс монет, чтобы и дальше идти в уровень. Стабильно, красиво идти в уровень. Кстати, кто пропустил мой стрим, не забывайте, во вкладке трансляции есть записи всех моих стримов. Поэтому пропустили стрим, не беда, заходите во вкладку трансляции, там очень кайфовые стримы. Блин, ну новый герой, конечно, тонну урона вкидывает. Даже в 1 звезду. Знаете, что я хочу попробовать? Я хочу попробовать как-то этого нового героя собрать под троллей, под антимага, либо же под ДК. Насколько это будет жестко? Предметы более-менее хорошие. Сейчас убираем так. Оставлю только вот такой вот баф оставлю. И поставлю жрецов. Хорошо, что новый герой это жрец. Так.
паролю немного. Клевер. У меня панда стоит. Погнали. Погнали попробуем. Может, панда мне что-нибудь принесет. Ну, кроме болтов на 28. И более разочарования. Панда хорошо ему, кстати, сыпет там. Очень даже хорошо. У чувака на первом месте вообще 2 антимага. И винстрик 8. Тут чел играет через эту. Как она там называется? Как она там называется? Забыл. Через грушу эту. Забыл, как называется. Короче, вы поняли. Играет через грушу. Плохо. Плохо, что он именно мне пришел. Рубика беру, чтобы, если что, поставить себе богов. Этого убираю. Ну да, все правильно. У меня есть волшебники, поэтому, в принципе, собаку можно спокойно продать. Да. Но я думаю, под драконов новый герой отлично зайдет. Интересно, а если поставить нового героя в 3 звезды, поставить Зевса в 2 звезды с хорошими предметами, накидывается, получается, дебаф от нового героя. И насколько там много урона разлетится по всей этой команде, а? Зевса сделать с аганимом, магической призмой, с посохом 3-го тира. И под нового героя в 3 звезды. Я думаю, там колоссальные суммы будут. Так. Нужен ли мне Леон? Вопрос. Да и думаю, нет. Леон, конечно, красавчик, но не нужен. Ведьмаки собрались. Эльфы собрались. Блин, ну я надеюсь, у меня получится в скором времени записать мартретку, потому что я хочу полностью раскрыть ее потенциал. Будет довольно-таки сложно собрать ее в 3 звезды. Ну когда-то это 100% да получится. Надо еще сделать будет Кири-бабку. Потому что бабку же апнули. И по идее бабка как Кири рассматривается очень даже хорошо. Надо будет попробовать. Продать, не продать ее. Продать, не продать. Может продать. Или Виверну продать. Ну, там чел на 7 уровне антимагов 2 звезды находит себе. Хорош. А тут чел уже почти 10-й. Обалдеть. Как так-то? Как так-то? Я что, проигрываю? Проигрываю. Давай, проигрываем. А куда ты кастуешь, котл? Видели, куда котел только что смотрел? Правый верхний ухол, куда-то туда. Чисто медитацию словил. Хорош, котл. Кстати, знаете, что мы сейчас можем сделать? Я, конечно, не хочу спешить. Ой, как мало баночки мне восстановили. В среднем где-то по 3 хп каждая. Какая хрень. Да. Короче, смотрите, что мы можем сейчас сделать. Если я сейчас буду раунд проигрывать, я возьму себе 10 уровень. Выйду из инкама, потеряю деньги, да, это прекрасно понимаю. Но из-за того, что я это все сделаю, я смогу себе быстрее взять 11 уровень с помощью аптечки. Но это если я буду проигрывать раунд. А я раунд не проигрываю. Против меня чел, который тоже на жрецах играет. Тот, который мне подливы делает. Негодяй. Ну хорошо, что он только один с аптечкой священника. Так, берем вайпера. Ставим немного драконов. Я очень надеюсь, что я сейчас не сдохну от мобов. Я хочу в это верить. Нос так чешется. По-любому в табло получу. В этой игре, наверное, 100%. Но пока идет все как по маслу. Знаете, я в свой стол как-то верю. Я выйду из инкама. Выйду из инкама, чтобы быстрее взять себе 11 уровень. Ну, а дальше, если упадет хорошая реликвия, надеюсь, упадет шлем Ареса. Может, со шлемом Ареса я смогу себе быстренько найти легендарные фигуры, которые мне необходимы. Там Сларк в 3 звезды. Троллей собирают, антимаг. Первый чел играет на ведьмаках. Скорее всего, будет тупо через антимага катать. Жить. Пожалуйста, живи.
жить. Хорошо. Ха, хорошо. Ух, как хорошо. И блокировка синергии. Классная реликвия. Не. Пока не. Некор хорошо, Мартредка отлично, тролль пятерка прекрасно, там дизраптора нашли, это не прекрасно. Так, кунка. Кунка. Вместо кого тебя поставить? Пока непонятно, вместо кого. Спектра, кстати. Ну, спектра не надо, не буду. Короче, играем через драконов. Так, спасибо, новый герой пришел второй раз. ДК в 2 звезды хорошо. Ну, в принципе, что я хочу подытожить. За столько, сколько я сролил, нормально у меня ничего не упало-то по итогу. Вообще ничего не упало. Это грустно. Возьму плюс 300 хп. Пусть будет. Мне нежить идет нереально хорошо. А можно мне то, что мне надо будет идти? Так, дракон. Поставлю пока что вместо вот этого вот нового героя. А тут антимаг 2 звезды. Ну, антимаг, естественно, моего начинает кунку бить. Чё там гений? Он поставил своего антимага рядом с ТБшкой, и ТБшка просто взял его и перевоплотил. Ну, гений в собственном соку. О, шлеморез. Вообще имба. Джакира! Блин, олень этот хороший. Но... Не, вот так вот сделаю. Олень, конечно, хороший. Но пока те призывные олени накопят себе ману, хрен что получится сделать. А теперь мне нужен Котл 2 звезды. Короче, мне нужны фигуры в 2 звезды. Потому что на самом деле я потратил 30 монет на то, чтобы паролиться, и ничего нормального, адекватного не нашел. Вообще. От слова совсем. Так, здесь убийцы. Пожалуйста, выиграть. Выиграть. Выиграл. Выиграл. Только жалко, я выиграл не на своем столе. Вот это вот жалко. Очень жалко. Антимаг. Ну, антимаг не нужен. Вот Котл, ДК пришел. Но я хочу оставить нового героя. Я хочу, чтобы он пришел ко мне хотя бы в 2 звезды. Не знаю, может сделать себе керри ДК под нового героя этого. Или просто через магический билд поиграть. Просто здесь есть тайт. О, тролль пятерка. О, антимаг. С огромедным количеством магическим сопротивления. Блин, это будет тяжко. Против того антимага будет тяжко под 6 троллями. А если он еще и себе и берсерка соберет 2 звезды, то это забейте. У него там слишком много магического сопротивления. У него там плащ-пальто есть. Если он поставит себе еще и морских сверху, там забей. А можно ты придешь хотя бы в 2 звезды, жрец? Алло, пожалуйста. Сколько можно? Я понимаю, что сколько нужно, но сколько можно? Ля мне бабка расстреливают. Больно? Понял. Ну, тут я, к сожалению, проиграл. Хотя, на самом деле, если бы были у меня фигуры в 2 звезды, то я бы мог этот выиграть раунд. Но не выиграл. Что могло бы случиться, того не случилось. Нежить, отвали, пожалуйста. Придите мне нормальные фигуры. Молю. Вопросов не имею. Ребят, проявляю свои скилловые способности. Это печально, на самом деле. Типа, это очень плохо. Рубрика все по 2. Прикиньте, я выиграл раунд и не на своем столе по итогу. Закон подлости. Закон подлости в собственном соку. О, хан. О, дух пятерка.
Ну, хан мне, наверное, и не нужен. Вообще не нужен. Толку от этого хана. Пока что нет никакого смысла от этого хана. Ну, возможно, в будущем бы он мне пригодился, но явно не сейчас. Да. Ну, бесит меня немножко. Бесит. О, зато посох третьего тира с первого раза упал. Ну, какая-то плюшка должна была быть. Правильно? Какая-то плюшка должна быть. Хотя бы посох третьего тира с первого раза мне упал. Хоть что-то, чем ничего. Просто у меня один персонаж, 2 звезды. Все остальное у меня в одну звезду. Прикиньте? На 25-м раунде. Это, если что, у меня сейчас шанс выпадения, как на 11 уровне. Полезный барабан войны упал. Все, у меня 2 фигуры в 2 звезды. Все. Ну это камбэк. Это камбэк. 100%. На самом деле это вообще не смешно. Ни грамма. Кунка. Блин, мне так кунка хорошо идет. А можно мне новый герой вообще хоть раз придет? Я, короче, возьму кристалл призрака. Можешь медальон скипнуть. Просто здесь есть дух пятерка, и медальон скипнуть это будет печально. О, там тролль берсерк уже в 2 звезды. Та фигура, которая ему и нужна, она по итогу пришла ему в 2 звезды. Хорош. Сильно. Ничего не скажу. А можно мне придет фигура та, которая мне нужна в 2 звезды? Вот, например, мне Котл нужен, Джакира. Пожалуйста. Что мне нужно сделать для этого? Два гоблина древних. Это не опасно. Вот чел на троллях опасен. Ну, там сильный герой. Плюс антимаг еще сверху есть. Его я могу не убить. Так, это эльф. И эльфа я выиграл. Но снова не на моем столе. Жлобы. Надо, кстати, будет себе еще и агоним найти. Да. Какой это бред. 36% шанс выпадения. А, что, давайте попробуем агоним найти. Была, не была. Ну, почти агоним. Почти. Не дорог. Заблокирую. Но мне нужен Котл. Мне нужен Котл в 2 звезды, потому что если Котл в 2 звезды не придет, будет торба. Кунка это, конечно, хорошо, но мне нужен Котл. У меня слишком мало урона. Обалдеть, у него 1-го тира есть плащ, у него есть 2-го тира плащ. Если он закинет это все в тролля берсерка, я не знаю, как его убивать. А если он поставит еще и себе 4 морских сверху, то у меня тупо может урона не хватать. Не, у меня может хватить урона только в том случае, если у меня будет, во-первых, дух пятерка в 2 звезды, во-вторых, у меня будет агоним. И все, в принципе. Кстати, на своем столе хоть выиграл. Спасибо. Наконец-то! Вот это да, вот это я понимаю. Прикормка. Ну, откажусь от нового героя пока что. Не знаю. Я сейчас его поставлю, посмотрю, как оно будет. Но по идее должно быть хорошо. Вот на бумаге прям красиво смотрится. Ну, того типа я, наверное, никак не вынесу пока что. Ну, кстати, если что, всех выносит. У него там добротный стол. Очень даже добротный. Блин, не, на самом деле дух пятерка это классно. Во-первых, здесь есть тайт. Я могу сделать очень сильных драконов, если все придет как надо. То есть, смотрите, здесь есть тайт, дизраптор, дух пятерка. Просто ставлю 5 драконов. И имею обалденно сильный прокаст. А если я еще найду сверху агоним, поставлю себе еще 4 бога сверху, то это будет нереально огромный прокаст. То есть, представьте себе на мгновение, у меня сейчас будет
Ну, просто теоретически, да, вот там чел вообще заряженный против меня. 4 рыцаря, 4 морских, керри антимаг. Испугался меня? Не пугайся, я не кусаюсь. Ну, чуть-чуть кусаюсь, ладно. Мартретка 2 раза заэвейдила, если что, продувку котла. А 3-й раз заэвейдишь? А 3-й раз нет. Ишь, что захотел? 3-й раз, чтоб заэвейдил. Как же бог рандома меня стебет? Серьезно? Ой, ну спасибо хотя бы Аганим. Вот что-что, но Аганим я хотел. Очень хотел Аганим. Сейчас, кстати, надо будет обратить внимание на цифры. Сколько урона наносит в одну звезду этот герой. Я не знаю, как его убивать. Пока что тупо даже понятия не имею, как его убивать. Идей никаких. Возможно, только если возьму 12 уровень себе. В таком случае я смогу даже спокойно выносить их. И только если придут мне фигуры, которые необходимы. То есть это Тайт мне нужен. Дизраптор, Дух Пятерка. Но у меня будет сейчас... Ну, у меня 11 уровень, у меня огромный шанс выпадения фигуры. Пожалуйста, можно? Я хочу. Хочу, чтобы не упали те фигуры, которые мне надо. Ай-яй-яй, котел сам себя сдул. Потому что сработал этот дебильный медальон. Больно. Ребята, мы в дерьме. У нас огромные проблемы. Я аж даже посмотрел, забыл посмотреть, сколько урона нанес этот новый герой. Но там довольно-таки неплохо должно наносить урон. Я бы уже на самом деле кунку собрал бы себе в 3 звезды, если бы собирал. Капец, у меня шанс, ну, 36%. И 9% на легендарную. Где мои легендарки? Вопрос. Где? Кто съел мои легендарки? Мне же Лич, Джекира, Тай. Пожалуйста, дайте мне мои легендарки. Я хочу жить. А что там в целом сейчас по реликвиям? Чё? Сделаю расстановку в первую очередь, а потом буду думать, что делать дальше. Как-то так расстановку сделаю. Плащ-пальто, чтоб не... Ну, вы поняли. Новый герой пришел, спасибо. Стяжку убираем. ДК еще хорошо идет. Но я хочу именно чисто, целенаправленно попробовать поиграть через прокаст. Я, наверное, зарандомлю. Там вроде двойные... Да, двойные мобы есть. Поэтому я сейчас зарандомлю эту реликвию. Может, мне упадут двойные мобы. По идее, мне хп достаточно. Если мне никто жестко не оторвет лицо, то двойные мобы прям то, что надо. Я мог бы взять и реликвию яиц, быстро собрать себе фиолетовую фигуру в 3 звезды. Чуть не сказал в 4 звезды. Но у меня просто денег нету под реликвию яиц. О, там чел, посмотрите, на одном хп. Нормально. Тайда нашел, духа пятерку нашел. И с одним хп. Это может, конечно, ему не помочь. Но все же. Я только тебя смотрел. У тебя был дух пятерка в 1 звезду. Сейчас у тебя дух пятерка. А тебя сдую? Сдуй, пожалуйста. Пожалуйста. А, это картинка, блин, это картинка. Лич, хорошо. Ну, кстати, можно, наверное, уже ставить себе сборку другую. Можно отказаться от полного бафа людей. По идее, даже без полного бафа людей я могу спокойно себя чувствовать. За несколько раундов, там сколько, 3 раунда надо будет. Да, я, наверное, так и сделаю. Я, наверное, так и сделаю. Да чтоб ты сходил под себя, и у тебя воды не было горячей.
Ну, 2 раунда мне надо, короче, будет пережить. Примерно как-то так расстановка должна быть. Примерно. Не, ну ты посмотри на него. Я иду в банк, а мне тупо оно не падает. Ну ты видел? Ты это видел? Какой противный, а? Не хватает урона. Слишком много магического сопротивления. Через проказ будет тяжело играть. Если мне не придут мои фигуры, то я сам себе сочувствую. Я просто все деньги поставил на кон. Но я буду на характере играть, отвечаю. Я буду играть до Талова на характере. Я вот решил через проказ поиграть. Все, я буду играть через проказ. Никаких ДК, никого другого лишнего. Тупо сильный проказ. И все. Ничего себе! Охренеть, у него дух пятерка. У него очень заряженный дух пятерки. Его, ну, кстати, может вынести спокойно, потому что у него и тайт, и, ну, у него там все прекрасно. То есть никаких проблем у него нет. Кстати, там ТБшка, по-моему, перевоплотила антимага. Я как-то сейчас на это внимание не обратил. Но, по-моему, там вражеский ТБшка перевоплотил антимага. Это такой мем. Спасибо. Наконец-то. 33. Ребят, 33 раунд. Ко мне пришел новый герой в 2 звезды. Я не знаю, что они с ним сделали, серьезно. Он очень плохо падает. Либо это только у меня, либо это у всех так. Но он как-то очень плохо падает. Да о чем говорить? У меня... Засекайте. Когда я найду себе легендарные фигуры в 2 звезды. У меня сейчас вот дух пятерка, у меня Лич, Джектира, еще не апнутые в 2 звезды. А еще не пришел Тайт и Дизраптор. Запоминайте. На каком раунде я апну их в 2 звезды. Ставим свои ставки в комментариях. Вот просто по приколу, давайте. Играю с вами в игру. Да, конечно. Ну, это жесткий дух пятерка у него. У него 4 духа, 4 морских и 6 чернокнижников. Мне будет очень тяжело его пробивать. Че, вообще на эльфах играет через обезьяну? Хорошо ему. Кстати, Мартретка только что не уклонилась от способности. Не, на самом деле, на бумаге Мартретка в 3 звезды выглядит тупо неубивающий. И, кстати, 4500 урона нанес новый герой. Дизраптор пришел сюда. Спасибо, наконец-то. Только что осветил свое поле боя, если что. Надеюсь, что мне придет все как надо. Так, рейд ночных зверей. Смотри, мне нужна цепочка. Либо догон. Цепочка, либо догон. Из 3-го тира мне нужна... Ну, либо еще один посох 3-го тира, либо же магическая призма под лича. Но лучше, наверное, посох 3-го тира, чем магическая призма. Игра, конечно, максимально напряженная. По крайней мере, для меня она максимально напряженная, потому что меня что-то, знаете, угнетает немножко то состояние, когда мне не падают легендарки на 12-м-то уровне. Точнее, не так, они падают, но не те, что мне надо. Драконий рог упал. Ну все, можно от драконов отказываться. С одним драконьим рогом нормально будет. Цепочка? Шар бездны. На самом деле шар бездны пойдет. По простой лишь причине. Шар бездны хорошо пойдет, потому что против меня есть чел, который играет на духе пятерки. Я, кстати, наверное, морских тоже буду собирать, чтобы его дух пятерка так много мне не сносил лица.
А я не могу ничего переработать, только от МКБ отказываться, и то будет на одну больше. Я не хочу плащ-пальто терять. Хотя, может, ну, в баню это плащ-пальто, хотя, ну, сильно будет против духа пятерки. А он БКБ нашел вообще. Ну, да. Грусть. Грусть. Еще раз грусть. Хочу хекс найти. А можно еще один агоним найти? Чтобы у меня несколько героев с третьим уровнем, со способностью третьего уровня были. Это вообще что-то непонятное. Тут ведьмаки морские, горн какой-то. Ну, 2300 урона от нового героя. Я не скажу, что это прям много. $2600, так, -1, хорошо. Живем. Живем. Наконец-то ко мне пришел. Тайт. Всего лишь 36 раунд. Ну, я думаю, котла уже надо продавать. Нет пути назад. Надо продавать котла. Вы посмотрите, сколько предметов на магическое сопротивление. Просто плащ-пальто первого уровня, плащ-пальто второго уровня. И можем назвать третье, плащ-пальто третьего уровня. Сильно. Ну, Ильича я продам, от него особо смысла нету. Элементарно потому, что там остается один герой. И из-за того, что там остается один герой, от Лича особо смысла нет. Подальше кунку поставлю. Надо дизраптора еще 2 звезды будет найти. Блин, ну что, рисковать и предметы. Все предметы перековывать, искать себе еще один агоним. Хочу себе тайдов 2 звезды. Можно вообще поставить, знаете кого? 6 богов. Дума, кстати. А Дум не нужен? Ну, Дум против тролля пойдет неплохо. Что-то как-то мало урона нанес вот этот новый герой. Скорее всего, дебаф плохо сработал. Не достал он, скорее всего. О, это моего кунку полностью в контроле держат, вообще не отпускают. Ну, кстати, а хилит неплохо новый герой. И 6500 урона уже нанес. Хорош, хорош. Там тролль пятерка живет вообще неубиваемый. Ну, у меня есть идея только одна. Это ставить себе либо 6 богов, либо 4 бога, сверху докидывать, играть тупо через полный контроль. И как можно больше контролем спамить. От нового героя придется отказаться. И Дум нужен еще, чтобы минус хп-реген был. Я, конечно, надеюсь, что ко мне придет усиление в виде дизраптора и тайдов 2 звезды. Блин, мне тупо не хватает. Я так не хочу просто... Ну ладно. Придется рисковать. Нужен хекс, нужен агоним. Была не была, поехали. Рапиру не хочу брать. Там есть БКБ. Поэтому беру агоним. Агоним закидываю в духа пятерку, чтобы было побольше урона. От духа пятерки. Надеюсь, конечно, духа пятерку соберу в 2 звезды. И надеюсь, тайда соберу в 2 звезды. Тогда, если что, я в тайда закину агоним. И дизраптор, если придет, то я в дизраптора все закину. Надо будет поставить себе 4 бога. Ну да, если будет у меня очень много контроля, то я его вынесу. Хотя нет, может и не вынесу. Хотя может и вынесу. 80% магического сопротивления. Да. Если с ним 1 на 1 останусь, то 100% надо будет ставить себе 4 бога. Хватит меня так выносить, алло. Такие фразочки пускать. 90% магического сопротивления у него, прикиньте. 90. Надо искать 4 бога, серьезно. Так, а что тут у нас? Выносишь их?
По-моему, у них ничья будет. Но сейчас будет еще 40-й раунд. У меня хп позволяет. На 40-м раунде, возможно, мне упадет нормально что-то. Блин, ну Тайда я не хочу на край стола ставить. Потому что его стан будет уходить в молоко. А если назад на одну клетку поставлю, то не хватит ренжи для крайних точек. Выбор без выбора получается. Ну, мало этот герой сейчас наносит. Я его заменю. Ладно. Поставлю пока что 2 бога. Можно будет кунку заменить, когда я найду себе Тайда в 2 звезды. Из духа пятерки пока я не выкину, поставлю в дизраптора, чтобы намного дольше действовала тучка и намного быстрее накидывалась. Может, так получше будет. Блин, вроде бы как бы много урона наношу. Что-то так туго их выношу всех. Очень туго. Не хватает урона тупо. Да. Обалдеть, он наконец-то ко мне пришел 2 звезды. Всего лишь прошло сколько там раундов? 1 000 000 раундов прошло, он наконец-то ко мне в 2 звезды, падла, пришел. У меня сейчас будет истерика. Можно теперь Тайда? Молю. У меня 8 хп осталось, я надеюсь, от мобов я не откисну. Ну, по сути, у меня сильный прокаст, я не должен откисать от мобов. Иду к пятерку у меня сильный. Ну, тут чел, кстати, вынес. Хорош, красавчик. Ставлю лайк. Выноси его. Я тогда морских поменяю. Не знаю, какую сделать расстановку. Ну, по идее, и этой расстановки должно хватить. Сейчас, во-первых, Кунка закинет свой стан, во-вторых, Тайд закинет свой стан, в-третьих, дух пятерка продамажит неплохо. Плюс дизраптор накинет свой сайленс. Ну да, короче, если я Тайда собираю себе в 2 звезды, я могу спокойно отказываться от Кунки и оставлять только себе Тайда. 60% скину. Должно быть неплохо. Ну, по крайней мере, на бумаге это хорошо выглядит. 5 секунд. Примерно 7 секунд откат будет на способности. То есть 2 секунды окно будет. Ну, в принципе, хорошо будет. Хуй денег навалило, пожалуйста. Я тебя умоляю, бог рандома. Я тебе мало о чем просил. Пожалуйста. Не будь жлобом. Дай мне нужную легендарку. Потная игра. Сейчас пока что как-то так предметы закинем. Так, 4-й бог. Вместо кого? Ну, вместо Кунки. Кунку продам. Я надеюсь, что я сейчас Тайда найду. Джакира хорошо. Джакира в 2 звезды отлично. Хан. Вместо Марса. Отлично. Ну, жрица тоже не нужна. Дизраптор. Хорошо. Понятно. Понятно вдвойне. Что по реликвиям? Короче, возьму сейчас рыбалку. Заблокирую себе бесполезную нежить. Может, хотя бы нежить что-то сделает. Я, кстати, наверное, Агоним перекину сейчас в Джакира. Етить, колотить, у него берсерк в 3 звезды. Просто жить молю. Убейте антимага хотя бы. 8 хп у меня. Не все хп снеси. Не должен все хп снести. Не должен. Фух, 4 хп. Как-то мало на самом деле он мне снес. Троллем берсерком. 3 звезды. Короче, Агоним я закидываю сейчас в Джакира. И надо переделать шмотки. Вот так вот делаю.
Мне это не надо. Еще один агоним. В кого? Тайд круто, либо дизраптор. Тайд, либо дизраптор. Я в тайда оставлю. Я хочу, чтобы у меня тайд кастовал свой стан. Подольше. Это, конечно, против духа пятерки не поможет, но может помочь против тролля берсерка. Хотя и дизраптор отлично смотрится. Но дизраптор нужно как минимум 2 звезды, чтобы вечный сайленс держать. В 2 звезды мало. Оп, контроль. Погнали. Вынес? Я его вынес? Вынес, пожалуйста, вынес. Ну, жить. О, да. Все. Вот теперь поиграем, детишки, с вами. И можно вот этот предмет, в принципе, ролить, оно мне ничего не надо. Обезоружь. Берем обезоружь. Отлично зайдет против берсерка. У тебя же там ничего такого нету, правильно? Кроме берсерков 3 звезды. Тайт не приходит. Вот прикиньте, сколько я проролил, и мне тупо тайт не приходит. Какая это боль. Не знаю, может предметы перекинуть дизраптора. Дизраптор все-таки будет дольше выжигать всех. И, соответственно, это будет намного больше магического урона. Но у него просто такие предметы, что... Не, я агоним, наверное, в Джакира отдам. Да, надо в Джакира отдавать агоним. Потому что у Джакира в одну цель будет очень много урона. Так, сейчас тогда сюда. Не успел. Он антимага под моего тайда поставил. Криса. 16 тысяч урона, просто дух пятерка. 18 тысяч урона. Давай, контроль. Миллион контроля. Молю. Миллион контроля. Стан. Пошел. Пак, уклонение. Дожимать его. Жить. Просто выгрыз победу. Не то, что победил, а выгрыз. Боже, ну это жестко было. Это очень жестко. Давно у меня таких потных игр не было. Просто берсерков 3 звезды аннигилировал. Чел полностью собрался на магическое сопротивление, но у меня столько много было контроля, что он этого не вывез. А теперь представьте, мне бы этот стол намного быстрее пришел. Еще был бы тайт 2 звезды сверху. А? Это было бы сильно. Это было бы очень сильно. Это было бы нереально сильно. Вот просто представьте себе на мгновение, чтобы мне пришел сильнее стол. Раньше. На 43-м раунде у меня куча фигур, которых не было в 2 звезды. Но игра крутая. Очень крутая. Прям не знаю, я кайфанул. Давно у меня таких потных игр не было, которые я просто выгрызал. Я на самом деле, я думал, что отлечу в топ-2, либо в топ-3. Я думал, что они друг друга аннигилировать будут, а меня оставят там напоследок из-за того, что у меня было много хп. Но красивая игра. Очень красивая. Хорошечная. В общем, что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк. А кто на меня не подписан, обязательно подписываемся. У моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.